Так, золотые мои, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео, как всегда, будет посвящена черчению. Сегодня мы будем чертить новый чертеж, как уже ранее было в 3 проекциях, то есть вид сверху, спереди, сбоку. Вот, и еще посмотрим, вот как вычерчиваются грани болта, точнее винта. А чем отличается болт от винта, вы узнаете сегодня в конце данного видео, поэтому просьба досматривать до конца. Это первое. Второе. Есть такой вопрос. Поскольку я уже пару видео сделал, они примерно у меня выходили как минимум где-то на полчаса. В связи с тем, что я хотел спросить, может есть смысл немножечко подускорить видео? По сути, в YouTube есть, точнее в плеере YouTube есть такая функция подускорить видео. Но, допустим, там, где вот я сейчас говорю, да, может немножечко не очень хорошо это выглядеть. Поэтому, ну, тут, естественно, оставлю так, как есть, то есть оставлю на ваше усмотрение. А там, где уже именно будет практическая часть, то есть где я буду вычерчивать, да, там я уже, ну, скажем так, на 1/4 как минимум, ну, подускорю. Ну, там уже по ситуации, на ваше усмотрение. Ну, также, опять-таки, повторюсь, проявляйте немного активности в комментарии, чтобы я примерно знал, на что акцентировать внимание и так далее. Итак, начинаем наш чертеж, как всегда, с создания нового чертежа. Здесь, как всегда, основная надпись у нас будет, там уже сколько у нас, какой по счету, пускай чертеж 5, да? Тут тоже всякое есть, выбор материала. Вот, окей, хорошо, пускай вот так будет. Тут у нас всякие обозначения. Тут у нас учебный, масса 0. Разработал я, меня зовут Мику. Так, проверили вы, улица Иванова. Вот, ну и так далее. Начнем же мы с разметки. База у нас будет составлять высотой 25 миллиметров, фиксируем. Длина у нас 100. Так. Отзеркаливаем. То же самое. Базу сделали. Дальше продолжаем. Так, дальше у нас идет штриховка. Так, у нас вот здесь вот начало и высоту не менее 80. Следующую черту на расстоянии 50. Это у нас будет верхняя часть. Вот так вот мы можем следующее вычертить. Сделаем вот так. Так сказать, вычерчиваем уже полностью корпус. Сделали. Причем тут у нас, тогда это у нас остается корпусом, а далее на расстояние, так, большую часть сделаем, чтобы достроить. Мы сейчас сделаем так. Сейчас чуть-чуть повыше перенесем сюда. Пока что. Вот я говорю, опять-таки, повторюсь, преимущество компаса. Вот опять. Так, примерно. Так, вот, чтобы меня не путало, можно уже убрать. Далее, значит, так, делаем симметрию. Угу. Потом
собственно, делать совороты, повороты и так далее. Ну, чтобы это сделать, правильно разметочком. Пока что вычерчим другой. У нас 50. Угу. Теперь нам нужно вычертить грани. Вот, грубо говоря, у нас есть расстояние от одной до другой. А нужно сделать 6 граней. Как это можно сделать? Берется этот размер. Вот отсюда до сюда. Это 20. И откладывается вот так вот. И у нас тут все совпадает, получается. Так, и отсюда мы проверим. Сюда. Ну а тут уже у нас идет зеркалочка. Идет у нас зеркалочка. Конечно, вот это можно было не делать, но просто чтобы для наглядности было показано. Вот это. Угу. Это мы дело сделали. Вспомогалки. Так, еще пока не убираем вспомогательные. Может, кроме вот этих. Да. Вот. И, собственно, теперь достраиваем. Тут у меня, да, известно. Тут, соответственно, осевая. Ай, стоп. Ну вот. Штриховая. У нас штриховая. И тут у нас, кстати, не осевая, а штриховая. Прошу прощения. Да. Что ввел вас в заблуждение. Ну, это точно у нас оси. Угу. Зная грани, мы можем точно теперь построить отверстие под болт, шляпку болта. Ой, винта. Винт, это уже, как сказать, приел слова. А чем отличается винт от болта, вы узнаете в конце. Так что досматриваем до конца.
поскольку у нас деталь симметричная, мы сделаем снова половиночку. И снова отзеркаливаем. Так, тут у нас сейчас тоже приберем, почистим. Так, это у нас тут у нас вода. Так, немножечко должно выступать примерно вот так вот. Так, это у нас диаметр. Это у нас опять-таки маленько нехорошо получилось, но покажу еще раз. У меня здесь рамки нету, поэтому маленечко как несостыковочка у нас получается. У меня. Так, дальше. Все это у нас считается диаметром.
Опять на штриховке. Это уже как именно штриховые линии, которые показывают то, что находится внутри. Как вот, например, вот здесь, да? Вот здесь это обозначено, а вот здесь этого не видно. То, что не видно, это еще ничего не значит, то, что его нет. Поэтому штриховым линиям обозначить. Далее, значит, вот здесь был момент, как надо было строить, как я уже ранее говорил, показывал. То есть берем вот это расстояние. Если вы чертите на бумаге, то циркулем пользуетесь, да? Если нет, то в моем случае у меня тут известен радиус. То есть вот по радиусу делаем. Радиус я не убрал. Берем радиус, очерчиваем, замеряем вот это расстояние и уже как по дуге, в кавычках, прочерчиваем вот здесь линию. Это, посмотрю, это где-то около примерно 30 градусов слева. То есть вот здесь это примерно 30 градусов. Здесь смотреть, то 60 градусов, соответственно. Так что обращайте на это внимание. Перейдем теперь к тому, что я обещал рассказать. Сидят в ванне болт и винт. Просто я говорю, вид не на слуху, поэтому мысль сбивается. А у кого на слуху, кто вот занимается инженерингом и все остальное. Так вот, значит, сидят они в ванне в теплом масле. А теплое масло, как правило, теплое, прогретое масло, то есть в рабочем диапазоне, это 80, от 80 градусов. Вот как в автомобиле. Мы отталкиваемся от автомобилей, скажем так. Вот, рабочий диапазон это где-то 80 градусов. И болт говорит винту: винт, а может тебе накрутить гаечку? Вот, и станешь болтом. То есть винт, это получается, что такое винт? Это, скажем так, стержень, металлический стержень, на котором нарезали резьбу. Ну и, соответственно, имеет шестигранную. И чтобы ему стать болтом, ему нужна гаечка. Вот, собственно, чем отличается болт от винта. Поэтому не на слуху и так далее. Со своими вытекающими последствиями. Вот даже я сейчас маленечко допустил ошибку. Вот, но в то же время постарался справиться. Поэтому на этом все. Всем спасибо. Не забывайте делать обратную связь.